В апреле стало известно, что в Республике Ингушетия будет построен перинатальный центр, который будет обслуживать весь Северокавказский федеральный округ. Соглашение о строительстве было подписано на встрече главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Всего планируется построить 34 перинатальных центра в 32 регионах России. Глава Ингушетии стал первым, кто обсудил вопросы строительства с госкорпорацией Ростех, которая будет участвовать в проекте создания окружного перинатального центра. Юнусбек Евкуров отметил, что большое внимание должно быть уделено подготовке и обучению кадров и поставке оборудования, на котором будут работать местные специалисты. Мы сейчас проговорили все вопросы, которые касаются процессов начала строительства перинатального центра, в том числе и нормативно-правовые вещи, акты и взаимодействие с Минздравом, ну, естественно, с той организацией, которая будет ответственна за строительство перинатального центра. То есть все вопросы проговорены. Дальше будем ждать результатов. Если мы имеем контакт с руководством региона, где идет строительство, еще до начала строительства, и есть взаимопонимание, есть взаимные точки соприкосновения, и самое главное, есть возможности влияния и местного руководства, местной администрации, руководства республики, допустим, или руководства края, области, то сроки сокращаются в определенной степени, быстрее решаются вопросы софинансирования, если это предмет софинансирования. Ну и самое главное, конечно, привлечение организаций для реализации всех тех задач, которые стоят во время строительства, более качественное и более успешное. Вот, собственно, когда есть взаимопонимание, то быстрее решаются все вопросы. Вопрос в рабочих местах понятно, там в основном это будут специалисты, и нам, конечно, придется на начальном этапе и, может, даже на долгосрочной перспективе приглашать специалистов из других регионов Российской Федерации, в том числе из-за границы, потому что там высокотехнологическое оборудование. Тем более мы планируем этот центр, чтобы он был окружным, не только там республиканского, а окружного значения. Поэтому нам там придется, конечно, специалистов приглашать в других регионов. А в целом сам обслуживающий персонал — это тоже хорошие рабочие места. Но главное, это, знаете, это историческая справедливость в отношении там, к региону, который отличается от других регионов высокой рождаемостью. Историческая справедливость и вот это восстановление этой справедливости и обеспечение таким именно центром, ну, это как раз тот плюс, который нам необходим для имиджа республики, в том числе сегодняшнего дня. Во время поставки оборудования и монтажа мы обязательно проводим обучение персонала, как правило, из числа местных жителей, то есть медработники, медсестры, врачи. Они проходят стажировку на оборудование, на том, которое будет поставлено в данный центр за рубежом, у нас, в лучших клиниках, допустим, в Санкт-Петербурге, в Москве. И только после того, когда мы убеждаемся, что эти люди подготовлены, некоторые из них получают соответствующие сертификаты, они приезжают, и это оборудование принимают вместе с руководством данной клиники на месте. После этого именно иностранная фирма-поставщик, которая это оборудование поставляет, она принимает зачеты и после этого только допускает соответствующих медсотрудников, медработников, врачей к работе на этом оборудовании. Это вот, кстати, к тому, что сказано, это большой плюс для наших жителей, для специалистов. Мы будем уже на базе этого перинатального центра, который роддома, который мы построим в следующем году, и многопрофильные больницы. А многопрофильные больницы там тоже более чем высокотехнологическое оборудование. Мы будем готовить своих специалистов. И сегодня требования, которые я предъявляю, в том числе и сейчас коллеги подтвердили, в правилах оно так должно быть, что тот, кто поставляет оборудование, тот должен научить людей работать, гарантировать, что они обучены, и гарантировать ввод в строй этого оборудования и отслеживать как в последующем в виде стажировок или в виде консультации гарантийное обслуживание того или иного оборудования. Это одно. И второе, мы уже поставили задачу Минздраву Республики Ингушетия готовить именно под оборудование для перинатального центра, для многопрофильной больницы специалистов. И этот набор, в этом году набор
вузы страны, в том, что именно будет подходить с таким расчетом, чтобы именно готовить для этих учреждений специалистов.